Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы вяжем такие красивые нежные веточки. Схему опубликую в телеграм-канале, ссылка в описании под видео. Сначала мы вяжем 4 вспомогательных ряда, затем повторяется раппорт из 10 рядов. Так узор выглядит с изнаночной стороны. На самом деле узор несложный и очень эффектный. Итак, раппорт узора 13 петель. Я наберу петли на 2 раппорта. 26 петель, плюс 3 петли для симметрии, плюс 2 кромочные. Всего набираю 31 петлю. После того, как набрали нужное нам количество петель, разворачиваемся. Первую кромочную снимаем, провяжем 4 вспомогательных ряда. Первый ряд вяжем 6 изнаночных. Следующие 2 петельки меняем местами. Вводим спицу спереди работы во вторую петлю, меняем местами с первой, так чтобы вторая оказалась сверху, провязываем лицевую и изнаночную. Следующие 2 петли тоже меняем местами, так чтобы первая оказалась сверху. Провязываем изнаночную, лицевую. Далее 3 изнаночные. И это наш раппорт. Повторяем так до конца ряда. 6 изнаночных. Меняем местами первую и вторую петлю так, чтобы вторая оказалась сверху. Провязываем ее лицевой, далее изнаночная. Меняем местами 2 петли так, чтобы первая оказалась сверху. Провязываем изнаночную, лицевую, 3 изнаночные. Довязали второй раппорт. Далее у меня идут 3 петли, что для симметрии. Их провязываем изнаночными. Последняя кромочная, изнаночная. Второй и все четные ряды мы будем провязывать по узору, то есть над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Следим за тем, чтобы петельки не скрещивались, провязываем за ближайшую стеночку. Лицевые я провязываю за заднюю, изнаночные за переднюю. Довязываем ряд до конца по рисунку. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Последняя кромочная всегда изнаночная. Третий ряд. Первую кромочную снимаем, провязываем 5 изнаночных. Далее вводим спицу спереди работы во вторую петлю, меняем местами с первой, провязываем лицевую, изнаночную, 2 изнаночные. Вводим спицу за работой во вторую петлю, меняем местами с первой, провязываем изнаночную, лицевую. Далее 2 изнаночные. И это наш раппорт. Так будем повторять до конца ряда. 5 изнаночных. Меняем местами первую и вторую, так чтобы вторая оказалась сверху. Лицевая, изнаночная. 2 изнаночные. Меняем петли местами так, чтобы первая оказалась сверху. Изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. Провязали 2 раппорта. Далее 3 петли, что для симметрии, их провязываем изнаночными. Кромочная, изнаночная. Четвертый ряд провязываем по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Мы закончили со вспомогательными рядами. Переходим к основному узору. Первый ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 4 изнаночные. Меняем местами первую и вторую петлю, так чтобы вторая оказалась сверху. Провязываем 2 лицевые. Далее 4 изнаночные. Снова меняем местами 2 петли,
так, чтобы первая оказалась сверху. Провязываем 2 лицевые. Далее 1 изнаночная, и это наш раппорт. Повторяем его до конца ряда. 4 изнаночные. Вводим спицу спереди работы во вторую петлю, меняем местами с первой. Провязываем 2 лицевые. Далее 4 изнаночные. Вводим спицу за работой во вторую петлю, меняем местами с первой. Провязываем 2 лицевые, 1 изнаночную. И 3 петли, что для симметрии, их провязываем изнаночными. Кромочная, изнаночная. Второй ряд нашего основного узора также провязываем по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Вяжем так, как лежат петельки. Довязываем ряд до конца. Третий ряд. Первую кромочную снимаем. Вяжем 3 изнаночные. Вводим спицу спереди работы во вторую петлю, меняем местами с первой. Провязываем лицевую, изнаночную. Вводим спицу за работой во вторую петлю, меняем местами с первой. Провязываем изнаночную, лицевую. Далее 2 изнаночные. Вводим спицу спереди работы во вторую петлю, меняем местами с первой. Провязываем лицевую, изнаночную. Вводим спицу за работой, меняем местами с первой. Провязываем изнаночную, лицевую. Это наш раппорт. Будем повторять так до конца ряда. 3 изнаночные. Меняем местами первую и вторую петлю так, чтобы вторая оказалась сверху. Лицевая, изнаночная. Снова меняем 2 петельки так, чтобы первая оказалась сверху. Изнаночная, лицевая. Далее 2 изнаночные. Снова меняем местами 2 петельки так, чтобы вторая оказалась сверху. Лицевая, изнаночная. Меняем местами 2 петельки так, чтобы первая оказалась сверху. Изнаночная, лицевая. Далее 3 петли, что для симметрии, они у меня изнаночные. И кромочная, изнаночная. Четвертый ряд мы провязываем по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Если мы вяжем этот узор по кругу, то в каждом четном ряду мы также будем провязывать петельки по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Но при вязании по кругу мы не набираем те 3 петельки, что у нас для симметрии. Просто вяжем наш раппорт по кругу. Довязали 4 ряд, разворачиваемся. 5 ряд. Первую кромочную снимаем, провязываем 3 изнаночные. Далее из одной петли нам надо вывязать 3. Вытягиваем лицевую, делаем накид и в эту же петлю снова лицевую. Только после этого снимаем петлю с левой спицы. Далее 2 изнаночные. Меняем местами первую и вторую петлю так, чтобы первая оказалась сверху. 1 изнаночная, лицевая. Меняем местами петельки так, чтобы вторая оказалась сверху. Лицевая, изнаночная. Далее 2 изнаночные. И снова из одной петли нам надо вывязать 3. Петля, накид, петля, и только после этого снимаем петельку с левой спицы. Это наш раппорт. Повторяем его до конца ряда. 3 изнаночные. Из одной петли вывязываем 3. 2 изнаночные. Меняем местами первую и вторую петлю так, чтобы первая оказалась сверху. 1 изнаночная, 1 лицевая. Меняем местами петельки так, чтобы вторая оказалась сверху. Лицевая, изнаночная. Далее 2 изнаночные. И из одной петли вывязываем 3. Лицевая, накид, лицевая.
Далее 3 петли, что для симметрии, изнаночные и кромочная изнаночная. 5-й ряд провязали. 6-й ряд вяжем по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Вот что у нас получается. Вяжем 7-й ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 3 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Меняем местами 2 петельки, так чтобы вторая оказалась сверху. Вводим спицу спереди работы во вторую петлю. Меняем местами с первой. Провязываем лицевую, изнаночную. Далее вводим спицу за работой во вторую петлю, меняем местами с первой. Провязываем изнаночную, лицевую, 2 изнаночные и 3 лицевые. Это наш раппорт. Так будем повторять до конца ряда. 3 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Меняем местами первую и вторую петлю, так чтобы вторая оказалась сверху, лицевая и изнаночная. Меняем местами петельки, изнаночная, лицевая. Далее 2 изнаночные, 3 лицевые. Далее 3 изнаночные, что для симметрии. И кромочная изнаночная. 8-й ряд провязываем по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. 9-й ряд. Первую кромочную снимаем. Провязываем 3 изнаночные. Далее 3 петельки нам надо провязать одной лицевой. Меняем местами первую и вторую, так чтобы вторая оказалась сверху. И провязываем 3 петли вместе лицевой. У нас по центру центральная петля. Из 3 вывязали одну. Далее 1 изнаночная. Меняем местами вторую и первую петлю, так чтобы вторая оказалась сверху. Провязываем лицевую изнаночную. Далее 2 изнаночные. Вводим спицу за работой во вторую петлю, меняем местами с первой. Провязываем изнаночную, лицевую. Далее изнаночная и снова из 3 петель вывязываем одну. Меняем местами первую и вторую петлю так, чтобы вторая была сверху. И провязываем 3 петли вместе лицевой. Провязали 3 петельки с центральной петлей наверху. Это наш раппорт. Повторяем его. 3 изнаночные. Далее из 3 вывязываем одну. Меняем местами вторую и первую. Провязываем 3 петли вместе лицевой. Далее 1 изнаночная. Меняем местами первую и вторую петлю, так чтобы вторая была сверху. Провязываем лицевую изнаночную. Далее 2 изнаночные. Меняем местами первую и вторую, чтобы первая оказалась сверху. Провязываем изнаночную, лицевую, 1 изнаночную и из 3 вывязываем 3. Меняем местами первую и вторую петлю так, чтобы вторая была сверху. Провязываем 3 вместе лицевой. Далее 3 изнаночные, что для симметрии, и кромочная изнаночная. И вот такая красота у нас получается. 10-й ряд будем провязывать по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Довязываем ряд до конца и далее повторяем узор с первого ряда нашего основного раппорта. То есть 4 дополнительных ряда мы больше не провязываем. Вяжем раппорт, раппорт, раппорт. Очень красивый, очень нежный узорчик. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе. Схему вы найдете в моем телеграм-канале. Ссылка в описании под видео. Там мы общаемся с девочками в режиме онлайн. У нас там интересно. Приходите, всех жду.